Привет, хлопцы! Как вы помните, меня зовут Тарас, это Хутор Покраса, и сегодня я расскажу вам, что это такое тут ваш Гринстав, что за изобретение украинских ученых и что это вообще такое. Итак, Гринстав это двухкомпонентный, так сказать, пластилин, который... Ладно, ребят, шутки в сторону, настоящий Гринстав, секунду. Итак, Гринстав. Это, так скажем, пластилин двухкомпонентный. Вы просто, он такой вот, он продается вот так вот. У меня вот так вот будет даже лучше. У меня от ГВ, то есть он вот такой был в такой упаковке. Стоил 600 рублей, наверное, многовато, но в любом случае купить эту штуку надо, она необходима. Ее можно использовать во всевозможных вещах. Я расскажу чуть дальше в каких. То есть это двухкомпонентный пластилин, который мы смешиваем, лепим на миниатюру, мы смешиваем, превращается в зеленый, мы лепим его на миниатюру, и со временем он застывает и превращается, становится твердым, как пластик. Ну, все-таки чуть поддается, но все же достаточно твердый, как пластик, который отлично заменяет или дополняет миниатюру, заделывает швы, служит некой шпаклевкой, и вот в таком роде. И даже можно с Гринстафом можно делать просто всевозможные вещи. В России, кстати, говорят не Гринстаф, а зеленка. Но не знаю, кому как нравится, это и зеленка, Гринстаф, кому как удобнее. Для меня это просто украинское нечто, украинская разработка, как по мне, просто незаменимое изобретение. Итак, первое и самое популярное применение Гринстафа – это заделывание швов. То есть с помощью Гринстафа, зеленки, мы можем заделать любой шов на миниатюре. Например, при склейке, иногда на некоторых миниатюрах в ГВ этого меньше, но в принципе там любые печатные миниатюры там из смолы, во многих есть достаточно хорошие такие заметные щели, которые можно сравнять с миниатюрой с помощью Гринстафа. Это очень-очень классно, и это самое популярное, я считаю, самое важное и нужное применение Гринстафа. Остальные способы я использую гораздо реже, но хотя бы, чтобы заделывать щели, Гринстаф попробовать стоит. А так с ним вообще можно всевозможные штуки сделать, но об этом вот чуть-чуть подальше. Сейчас расскажу. В общем, швы заделываются им хорошо. Если постараться, можно сделать даже вот вообще прям незаметно. И, кстати, во многих местах это выглядит достаточно незаметно. Сейчас покажу на примере своей миниатюры. Здесь я заделал плечо Гринстафом. Как видите, это в принципе не бросается в глаза именно вот эта вот часть. То есть левое плечо, ну как, короче, правое, если на нем. А сейчас, наверное, видео еще отзеркалит. Короче, неясно. В общем, вот на этом плечом, как вы видите, наплечник. Вот здесь вот я чуть-чуть добавил Гринстафа, и видите, это очень гармонично смотрится. Здесь я решил не добавлять, не знаю почему, ну, короче, решил так. Вот видите, как оно гармонично идет. Если бы я даже еще чуть-чуть рельефа добавил, было вообще незаметно. Ну, в принципе, и так достаточно незаметно. И хорошо смотрится. Еще я добавил его вот здесь вот, то есть на стыке между плащом и наплечниками. Тоже, в принципе, издалека это не бросается в глаза. Я просто вам сейчас тыкаю в него, и поэтому его достаточно хорошо видно. Поэтому, а если он будет стоять вот так вот, тем более эта спина особо, миниатюра же будет вот так вот стоять, поэтому особо это в глаза бросаться не будет, но при этом швы, которые могли здесь быть, бросались бы в глаза гораздо сильнее, было бы, конечно, неприятнее смотреть на миниатюру. А так все гладенько, хорошо и красиво. Ну и также помимо то есть заделывания швов, можно дополнять миниатюру. Можно добавлять всевозможные там щупальцы, доделывать оружие, добавлять какие-то повреждения, какие-то особенности на технику, на любые миниатюры. И просто вы делаете это в процессе сборки, потом ждете высыхания, обычно часов, опять же, 12-24, в общем, ну неважно, думаю, часов через 12 уже станет достаточно твердое. Есть специальные элементы, которые продает одноименная компания, также
называется Green Stuff World, если я не ошибаюсь. У них есть всевозможные инструменты для того, чтобы делать всякие штуки с Green Stuff. Чуть позже еще один момент я расскажу. Всякие элементы, то есть скальпели, лопатки, которыми можно это все делать. Но если у вас бюджет ограниченный, в принципе, вы не планируете каждый день лепить какие-то конверсии, то, в принципе, те инструменты вам не нужны. Вы можете обойтись просто руками, зубочисткой и, не знаю, обычным ножом, которым вы облоите миниатюры или защищаете миниатюры. Такой нож, в принципе, подойдет. Я вот его беру, осторожненько там отрезаю, где-то заталкиваю поглубже зеленочку, и это нормальная тема. Поэтому инструменты не так уж прям и нужны, специальные для этого, если вы, конечно, не каждый день лепите конверсии, опять же. Но это прикольно. И это можно делать, и можно начать это делать обычно просто руками, не знаю, кончиком кисточки вот эти вот, например, как, да, пример, либо канцелярским ножом, как это делаю я. Следующий пункт – это возможность с помощью Green Stuff делать интересные поставки. Помимо того, что можно сделать всякие штуки вообще всевозможные, слепить и приклеить на саму миниатюру, то есть слепить на самой миниатюре, будь то там бороду, какие-то ветви, ну то есть черви, змеи, все что угодно, шлем, 3D-эмблему, ну, что касаемо Вархаммера, да, так еще можно делать подставки, также дополнять подставки, то есть всевозможные ветки, брусчатки. Продаются даже специальные валики, с помощью которых можно делать, то есть имитацию брусчатки с помощью Green Stuff. Просто наносите его на базу и потом прокатываете валиком, и получается брусчатка, либо это можно делать, в принципе, и вручную, я думаю. Если так постараться, подзапариться, то это можно сделать и вручную, поэтому оформление поставок это очень крутая штука, и поэтому то же самое, в принципе, что и дополнение миниатюры, здесь просто нет предела. Тут вы ограничены только своим воображением, можете делать, в принципе, вообще любую подставку и также дополнить свою миниатюру, в принципе, чем угодно. Ну и самое сложное, что можно сделать с Green Stuff, так как это пластилин, его можно использовать, вот так вот будет правильно, его можно использовать для того, чтобы делать скульптуры. Да. Кто не знает, из Green Stuff можно сделать просто миниатюру. То есть слепить миниатюру, абсолютно любую, свою миниатюру. Вы можете либо законверсить свою миниатюру так, что будет вообще не узнать, либо вообще полностью с абсолютнейшего нуля слепить миниатюру. Это тоже очень круто, в принципе, вообще любую, здесь только, опять же, ограничены своей фантазией и скульптурными навыками, потому что они вам пригодятся. Это, как вы понимаете, очень нелегко, но выглядят такие миниатюры просто замечательно. Но если постараться, если поднабраться опыта, отточить свои навыки в лепке, то можно делать очень красивые миниатюры без ничего, буквально только Green Stuff и все. И возможность делать свои миниатюры абсолютно любые, это ли не круто. И ради этого, ребята, я думаю, стоит купить и затестить Green Stuff. Хотя бы просто начать со швов и попробовать себя, например, вот в скульптуре. Делать миниатюры, сделать свою миниатюру, загрунтовать ее, и она будет такая же прочная, как и миниатюры из пластика. Также есть зеленка от Green Stuff, зеленка от разных брендов. Здесь я подсказать вам не смогу, потому что я не знаю, чем они отличаются, но вероятнее всего только ценой. Есть зеленка, по-моему, от Green Stuff, есть от ГВ, которая вот у меня, но ценник за бренд, возможно, переплата. 665 рублей я покупал ее. Здесь получается 20 грамм Green Stuff. Ну, не знаю, я просто увидел, захотел купить. И единственное, что я слышал, это можно купить зеленку, в принципе, любого бренда. Но главное, не покупать ее на AliExpress, а купить то есть, опять же, никакая не реклама, я знаю Green Stuff, я знаю ГВ.
Не знаю, делает ли ее кто-то еще, но вот у меня ГВ, и я не жалуюсь, хорошая зеленка, которую, в принципе, хватит на очень много, потому что расход ее очень маленький. Вот я сделал, не знаю, сколько я уже миниатюр с помощью нее, наверное, штук 5, нет, даже, наверное, еще больше. Зашпаклевал, скажем так, да, закрушу, и видите, она вообще еще полная. Я вот здесь отрезал с краюшку, и то есть она вообще почти не потрачена. То еще на коробке чуть налипло, поэтому расход ее очень маленький. И думаю, этого хватит на очень-очень долго. Поэтому 600 рублей потратить на Green Stuff один раз, чтобы использовать его там несколько лет, это, по-моему, хорошее вложение в хобби, в покрас миниатюр, которое поможет вам и окупиться красивыми миниатюрами. Также есть всевозможные вариации Green Stuff. Есть Green Stuff, есть, как я знаю, Blue Stuff, у меня его нет, но, как я знаю, с помощью Blue Stuff можно делать свои оружия, то есть там бицы для Вархаммера, всякие детали, отливать с помощью Blue Stuff можно, то есть ты копируешь детальку в нем, как я понял, потом можно залить пластиком, либо, не знаю, там заполнить ее Green Stuff, и получится новая деталь, еще один, не знаю, там еще одно оружие, еще одна голова для Вархаммера, например, либо для вашей миниатюры, что тоже, мне кажется, прикольно. Про Blue Stuff, если вам вот интересно, я так закинул удочку, вам можете почитать информацию. Его у меня нет, не знаю, буду ли как-то его покупать, потому что не такая уж необходимая вещь, а вот Green Stuff, ребят, необходимая, и ее однозначно советую. Ну что ж, Атаман Тарас на сегодня свою миссию выполнил, рассказал вам о том, что такое Green Stuff, что это за штука, с чем ее едят. Если думали брать, не брать, я думаю, многим сегодня ответил на вопросы, позакрывал какие-то недопонимания, и теперь вы знаете, как его использовать, для чего его стоит купить. Ставьте лайки, пишите комментарии, присоединяйтесь к нам в других социальных сетях и подписывайтесь на этот канал, нас тут интересно.